Привет! Это геометрическая задача с ДВИ Высшей школы экономики. Кажется абсолютно стандартной, даже безобидной. Ну, дам какой-то прямоугольный треугольничек, вот дам буквы А, Б, С. Проведена высота CH, два числа. Длина гипотенузы АБ равна 5. Площадь левого меньшего треугольника равна единичке. Нужно найти площадь большего правого желтого треугольника. Ну что ж, вроде бы все нормально. И любой школьник скажет, что, скорее всего, задача имеет одно решение, скорее всего, да? Но она, возможно, имеет два решения. Будет такая угроза у нас, что она вроде бы имеет два решения, но мы там вроде бы выкрутимся, хотя вылетим на очень приличное уравнение. Ну что, погружаемся в математический ад. Поехали. Итак, поскольку мы уже находимся на поступлении в серьезный такой университет, поэтому решать будем быстро. И, скажем, это пятерочка, это площадь у нас единичка, и вот надо найти вот эту площадь S2 с учетом, что она большая из двух площадей, зеленой и желтой, правильно? То есть точка H должна быть левее центра. Итак, даю снова буквы. А, Б, С, H, они мне 100 лет не понадобятся. Итак, я обозначаю вот этот отрезочек X, тогда это будет 5 минус X, согласны? А это H. И теперь я говорю, что по теореме о среднем пропорциональном, высота и средняя пропорциональная между проекциями катетов на гипотенузу. Все. Откуда я h достану? Ну, конечно, из площади прямоугольного треугольника. Удвоенная площадь равна 2 и равна теперь уже произведению катетов. Откуда h равно 2 делить на x? Ну, подставляю вот сюда, и что получается? В квадрате 4 на x в квадрате равно 5x минус x в квадрате. И вот, ребята, мы приехали. Получается x четвертой минус 5x в кубе плюс 4 равно нулю. Все. Как все? Все скажут, тут корень один устный, видно, единица. Да, конечно. Поставим единицу, получается корень. Так можно? Можно угадать, найти, подобрать. Нам все равно, откуда мы взяли корень. А обычно пишут легко видеть. Легко видеть. Ну, если это единичка, получается, что тогда? Вот это сколько? 5 минус 1, 4. Высота сколько? 2 на х, 2 на единичку, 2. Высота 2. Ну и тогда сколько площадь? 2 умножить на 4 пополам 4. Итак, S2 будет равно 2 на 4 пополам 4. Ну, какой-то ответ мы получили, но возникает же огромный вопрос. Уравнение четвертой степени может иметь 4 корня. И поэтому, наверное, не все так просто. Ну, а как найти остальные корни? Как-то раскладывать нужно. Ну, естественно, самое лучшее тут разложение – деление уголком. Ну, высшую школу экономики нужно уметь уже делить уголком. Многочлен на многочлен, что мы и сделаем? Делим на x минус этот корень, x минус единица. Я уже разделил и получил x в кубе минус 4x в квадрате минус 4x минус 4. Все. Теперь нужно приравнивать нулю и находить корни этого уравнения. Ведь что может получиться? Посмотрите. А вдруг у нас есть еще какой-то треугольничек прямоугольный? Видите? Вот такой. Где получится второй корень у нас. Какой-то. Вот это у нас первый корень, а вот получится вот здесь второй. Видели? Х2, а это первый. И тогда у нас еще одна большая площадь образуется. Ну, а может, еще и несколько. Вот такой вопрос. Поэтому будем исследовать. Крепитесь, друзья. Итак, посмотрите, я рассмотрю вот эту функцию. Назову там f от x, да? И прикину, где она меняет знак на промежутке от 0 до 5. Вот в каком райончике. И говорю, что легко заметить, что если x равно 4, то получается 4 четверки, это 4 в четвертой степени, а здесь 3 четверки и пятерка, отрицательное число, и плюс 4, скорее всего отрицательное. Давайте считать. 4 в четвертой, это 16 в квадрате 256. Минус 5 на х кубе на 64. Плюс 4. Что это дает нам? Тут 260 минус 320 вроде, да? Меньше нуля. Меньше нуля. Ну, а если x равно 5? X равно 5. Что получится? Тут будет 4 пятерки. И здесь 4 пятерки. 625. Минус 625. Плюс 4 больше нуля. Видели?
Что это означает? А это означает следующее, что если у нас вот есть промежуток 4 и 5, и на этом промежутке функция в четверке отрицательное значение имеет, а в пятерке положительное значение имеет. И функция непрерывна вот эта. Х четвертый минус 5х в кубе плюс 4, она же непрерывна. Поэтому как ни крутись, она обязана пересечь по известной теореме матанализа вот ось иксов, правильно. Ну, может, не один раз, может, 3 сделать петлю. Ну, как минимум один раз она пересечет. Вот и мы получили фактически второй корень х2. То есть получилось х1 1, а х2, но он в районе четверки, и здесь нам везет. У нас получается, что наш тогда треугольник имеет вот такой какой-то вид, вот такую форму. То есть вот это х, наш второе, оно здоровое. Вот какое х2, видели? И тогда вот эта штука, эта площадь будет меньшая. Меньшая, и нам 100 лет не нужна. Но, а вдруг найдутся еще какие-то корни? Ведь уравнение третьей степени может иметь, вообще говоря, до 3 корней. 3 корня может быть. Как тут разобраться? Что делать? Производная, ребята. Здесь поможет производная. Спокойно, я предупреждал, что один корень есть. Площадь, я напомню, S2 равна 4. Да, и это единичка у нас. И это четверка. Посмотрите, как красиво. Это площадь первая 1, а площадь 4. А все вот это тоже 5. Ну, это 5 сантиметров, а там 5 квадратных сантиметров. Вообще чудеса. Итак, нам нужно построить график функции y равно x в кубе минус 4x в квадрате минус 4x минус 4. Я уже построил. Здесь производные будут квадратичные функции, поэтому все в рамках школы очень легко и просто, в рамках 10 класса просто. Вот я построил. Я даже нашел этот корень. Не пугайтесь пока. Итак, посмотрите, как ведет себя эта функция. Вот я беру производную. y штрих. Получается 3х в квадрате минус 8х минус 4. Видите, свободный член отрицательный. На точке экстремума разных знаков. Вот точка экстремума вот этого. Отрицательный знак имеет. А вот это положительный экстремум. Это минимум. Да? Это минимум функции. Ну, можно было так и не вести. Все. И что еще? Y от нуля чему равно? Минус 4, правильно? Вот здесь минус четверочка. И теперь все понятно. Вот здесь между двумя точками экстремума, вот, это уже будет x какое-то такое, нам не нужное здесь, понимаете, x там 5, 6, без разницы, как обозначать, со штрихами, все равно. Монотонно убывает, видели? Между этими двумя точками экстремума функция монотонно убывает, а затем монотонно возрастает, и пошла, и пошла, и пошла. Значит, корень здесь будет. Ну, единственный на промежутке 0,5. Вот здесь второй корень, он примерно 4, ну, по-моему, 9, если я не ошибся, видели? И он нам не годится. Других нет. Вот здесь других корней нет. Все. Вот пишем, что ответ единственный, других корней нет, S2 равно 4, и тогда вам ставят полный балл, плюс там десятка или 100 баллов. Ну, а сам корень этот, вот я нашел. Я уже говорил, что карданом нам здесь не сильно поможет. Нужна тригонометрическая подстановка. Возможно, я напишу письменно в виде статьи на Дзене и выложу. Но, может, кто-то найдет. Буду благодарен. До новых встреч. Спасибо, кто досмотрел. С вами был Валерий Казаков. Пока.